Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Вышла наконец обнова на нашей игре 1.19.1 и, соответственно, вышла китайская новая ветка тяжелых танков. И вот сейчас у нас обзор на восьмерку будет, на семерку уже вышел у меня обзор. Теперь восьмерочка БЗ-166. Вот такая, она безумно длинная, а учитывая еще длину ствола, просто километровый танк в длину. Ладно, начинаем мы, конечно же, с бронирования. Погнали. Итак, вот наша БЗшечка 166. Вот. Обратите внимание, какой у нас клюв НЛД. Он закругленный. Поэтому к центру, к стыку между НЛД и ВЛД, ребят, не стреляйте, рикошет. 322. 310 и рикошет. Стрелять нужно вот прям ниже, где у нас 100 миллиметров и в перейденке 172, еще ниже 131. Там вообще просто дырка. Ну, плохая приведенная броня, потому что угол наклона не самый лучший. Вот. По поводу ВЛД. ВЛД здесь чумовое. 140 миллиметров, в перейденке 267, в краях аж 300. И вот только люк мехвода, это очень тоненькая область. Вот здесь 178. Надгусеничные полки почти 400. Маска орудия 300. 570, 295, 290, 304, 263, 280. Короче, броня очень хорошая. Вот. А верхняя планочка имеет хороший угол наклона. И, соответственно, 68 миллиметров по правилу трех калибров. Сколько у нас там получается? 180 и еще 24. Ну, извините, 200 миллиметров только у вас его пробьет. Есть два лючка, они полностью картон, 110. Здесь вообще 100. Вот, находятся они, можно сказать, по центру башни, да, и уже катал на этом танке, хочу сказать, что закидывает люк очень легко, потому что он прям вот правый люк очень большой, и все туда очень добротно попадают. Проверено, на себе проверите сами. Вот, боковое бронирование сотка, вот, хорошо танкует от борта, хорошо через каточек бьется, кстати говоря, да, есть дырочка, щелка, причем, у нас здесь нижняя часть гнутый борт. И там брони нету вообще. 40 миллиметров. Ребята, беда. Смотрите. Во-первых, щеку подставляете при танковании. Во-вторых, если бить в нижнюю часть, он бьется просто под любым... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Как только все это выучат на 8 левеле, его будут рвать, приучиться куда стрелять. То есть стрелять надо, вот его как бортом видите. Смотрите, запоминайте. Верхнюю часть нижних катков. И он здесь пробивается просто на ура. Либо в щеку. Все, от борта играть он со временем не сможет, этот танк, совсем. Когда все начнут понимать, куда его шить. Тут огромная щека и просто, ой, жесть. Вот, ВЛД крепкая, НЛД говно полное. Башня очень крепкая, но два лючка, особенно вот этот, вас быстро отправит в ангар. Возможно, даже в начале боя. Так, с броней выяснили. Очень много уязвимых зон, особенно от борта. И вот этот лючок, огромный колпак, который вас просто будут нещадно убивать. Давайте смотреть основные модули. Быстренько. У нас тут всего лишь одна пушка. Мучиться вам не придется при выборе орудия. Да. Башня нам добавляет брони, причем существенно. Аж 30 миллиметров. В любом случае надо прокачивать. Самую последнюю часть прокачки модуля качаете рацию. Топовый двигатель у вас проходная на следующую девятку идет веточка, поэтому в любом случае выкачайте. Ходовая, по-моему, плюс 2, да, плюс 2 градуса в секунду. Вот. Тут даже, вот, ну, пушки нету даже что говорить. По поводу орудия в целом, это 122 миллиметра, 420 альфа. Ух, круто, да, но заряжается почти 16 секунд на стойке. Очень долго уже играл на этом танке. Вы просто стоите и ждете, сможете поспать, прилечь, пока эта пушка заряется. 221, а пробитие на основном 270 на голде. Вот ДПМ 1626, точность
стоковый 0,44. Время сведения очень долгое. Сведение 3 секунды. Тоже проверено. Вот. По полевой модернизации вездеходную ходовую однозначно. Притирку шестерни наведения, звукоизоляцию. Здесь мы выбираем так. Мобильность. Обязательно ставим мобильность. Танк очень медленный. По оборудованию. Значит, смотрите. По оборудованию рекомендую именно вот эту сборку. Попробовать на ней сначала качаться. Почему? Пушка очень долго заряжается. Однозначно досел. Танк без ракетных двигателей очень медленный. Обязательно турбину ставьте. Он очень медленный. Сюда еще УМП просится. Но я вот поставил закалку. Возможно, вместо закалки можно поставить УМП. Стабилизация по пушке средняя. Но пока поеду на закалке. Вот. По снарядам. Основной ББХ. Вот летит косарь, скорость полета нормальная. Кумулятивный голда летит 850, тоже в принципе все нормально. По снаряжению ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель. 4 члена экипажа. Вот перки сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По УВН у нас все хорошо, минус 10. По ХП на закалке 1650. Ну, стандартный практически параметр с закалкой, если сравнивать другие тяжелые танки других наций. По мобильности, значит, смотрите, с закалкой 3-4 вперед, без закалки 30, 15 назад. С закалкой, с турбиной 3-4 вперед, без турбины 30, с турбиной назад 15, без турбин назад 13. На ракетных двигателях вперед летит 51, и это с турбачом. Если без турбины катаете, у вас будет 45 вперед. Вот, так что с турбинкой вы даже на ракетных быстрее передвигаетесь, что важно. Вот, 15, почти 16 лошадей удельной мощности без ракетных двигателей, с ракетами 38,7 лошадей на тонну. Вот, по обзору у нас 348 метров, мы супер слепые, как даже для 8-го левела. По плюсам и минусам. Минусы — это его подвижность. Тут, значит, без ракетных двигателей, даже на турбине он вообще хреново едет, а без турбины он вообще не будет ехать. Вот, ракетные двигатели, их 4, они закончатся, и потом, если бой растягивается на 15 минут, вы еле ползаете на карте, ваши союзники убивают все остатки противников, а вы до них банально даже, возможно, уже и доехать-то не успеете. Это первое. Второе, по поводу брони. Это будет худший танк по бронированию на 8-м левеле, вообще в китайской ветке в целом, да, потому что мы сами видели, какое у нас бронирование низа борта, щека какая при игре от борта, да, в упоры на средних расстояниях вот этот замечательный люк, хотя бронирование башни и ВЛД вызывает уважение, но зачем-то вот здесь эту щель сделали, куда тоже могут, в принципе-то, закидывать. Но зачем туда закидывать, когда тут просто огромный колпак? Это я вам точно говорю. Вот, поэтому по броне скорее минус, нежели плюс. Вот, по пушке. Хорошие УВН и неплохая скорость полета снаряда, но очень долгое, некомфортное сведение. Очень долго заряжается орудие и очень низкий ДПМ. Настреливать на этом танке будет невероятно сложно, большое количество урона. Вот, значит, дальше. По обзору жирный минус. Мы прям супер слепые. Супер слепые. По количеству ХП, в принципе, стандарт. Ладно, предлагаю отправляться в бой. Давайте посмотрим, как играется. БЗ-166. Погнали. Так, попали на карту Минск. У нас обзор боя, китайский тяжелый танк 8-го левела, новая ветка китайская, сейчас мы ее затестим. Так, нам бы перекаточку, к семеркам, кстати, попали, перекаточку бы уделать, если у них, конечно, кто поедет. Было бы неплохо. Да, ракетные двигатели у нас, сейчас поедем, понесемся. На оленях утром ранним.
сводимся. Че, поедут у них? Поедут. А куда это я ему? О, дает. Ух ты. Так, а наш тоже проехали. Хорошо, тогда стоим тут, пока перестреливаемся. Не попали просто. А я вообще не попал в танк. Мне, значит, попадают, а я ни в кого не попадаю. Вообще офигенно просто. Там он бортом ездит, а я попасть в танк бортом. Ты погляди, что творят. Ну надо же, пробили. О! Косарь 300 настреляли. Ух! Да. Мощные. Семерку не можем забить. А она нас вон бьет. Пушка точность, видите? Попасть в танк не могу. Угу. Куда снаряды летят? Вы мне вот ответьте. Перетягиваемся. К нам сейчас гости приедут. О, а вот и гости, дорогие. Госы, БЗ сзади. Какой БЗ тут? Ну что это такое вообще за безобразие? Ну, ребят, это нечестный бой, я считаю. Все, тут все, разворачиваемся. Ну, тут уже зажимают все. Охеренно вообще. Просто охеренно. Ну, ребята, 2149 дал, 887 насветил. Итого суммы даже 3 косаря. Бой проигрышный, давайте его досмотрим. Значит, какие ощущения вообще по этому танку? Сами видели, как стрелял. На средний плюс расстояние пушка кривая. Кривая, 100%. На месте крутится тяжело, и без ракетных двигателей он очень кволкий. Еле-еле ездит. Вот даже такое слово вот скажу, кволкий. Прям реально. Поэтому вывод стопроцентный. Без турбины на этом танке играть не получится. Вообще. Это первое. Очень долго пушка заряжается, чтобы опять же из этого кривого орудия дать хоть какой-то попытаться урон. Это 2. Вот. Стабилизация пушки, конечно, плохая. Стабилизатор сюда просится. Но вместо чего? Закалка этой тачки тоже нужна. Получается, только вместо закалки. Делаем вывод, что из оборудования всегда должен быть досел.
турбина. И, возможно, вместо закалки стаб. А чё это он по Ешке не стрелял? Вот дает. Какой-то борщ странный вообще. Борщ прям реально странный. Ешка к нему ехала. Ага, критически. Весь переломанный. Вот, поэтому, дорогие друзья, прям 100% пробуйте две сборки. Через закалку, вот как я, и через стабилизатор. По-моему, на этот танк можно поставить стабилизатор. Сейчас посмотрим после боя. Но он тугой. Тугой на месте. Сюда и УМП надо. Вот семерка гораздо даже в этом плане интереснее. Да, у этого покрепче башка будет. Хотя, видели, меня рвали. Меня обычная семерка пробивала. В башню. Угу. Меня пробивала черепаха 28-ка. Ну, короче, такое. Хрен его знает. Надо больше катать. Пока впечатление первое не самое лучшее. Тяжело на нем будет играть. Мне вот семерка больше понравилась. А чё больше-то в кусты не вернулся? Блин, 10-10 чё? Хрен его знает. Стоп. Ну, по ХП мы чуть проигрываем. Ну, слив это все. Я думаю, слив. Поэтому экспериментируйте с оборудованием. Без турбача жесть. Вообще. Он с турбачом-то еле-еле ковыряется на месте. Здесь мы не учитываем ракетные двигатели ни в коем разе. С ракетными двигателями прям СТ. Средний танк. Но без них они же закончатся на месте. Все, начинаете воевать, вот даже там перекатиться туда-сюда. Вызывает огромные проблемы. Все это. 11-11. ХП разница в 700 единиц. Не высовывайся. Не высовывайся. Вот так. 11-12. Так, арта арту убьет? Как? Сможет, сдюжит? БТС-ка в хвост едет, родной. Пропустил. О, господи, ну чё, вы сейчас в 15-минутный бой это превратите? Ну реально. Красавчик он вообще. Убил. БЗ-то с артой справится. А чё наша арта не стреляет?
в их арту. О, надо же. 13-12, ребят. ПХП почти выровнялись, только по стволам побольше. Ну, у нас один ствол арта, это не ствол, а туалет. О! Давай. О! Огонь! 14-12. Гля, еще затащить может. ПХП все же пока все плохо. Вот он едет. Едет, не высовывайся! Ящер! Во! Арта проснулась наш. Молодец. Опа! А чё ты не стрельнул? Мы захватываем... Ну, короче, 15 минутка, ребят. Базульку захватываем. Как, артовод попадет? Он еще надо заряжать. Ну все, это ангар. Стоит 344 хп в стену. Он что, АФК что ли? Нет, не АФК. Но он за минуту до тебя доедет, родной. О, господи. Вот это у нас бой на обзоре. Ну, у меня очень часто с союзниками получается, что я один остаюсь. Меня на фланге просто бросили. Просто бросили. Ну, точнее, не бросили, умерли. Ну, можно сказать, что и бросили. Че, захватим базу? 28 секунд. Может и захватим, кстати. «16, 14, 12». О, вертики полетели. 5, 4, 3, 2, 1. Не успел он. Вот так. Все, да. Победа. Победа. Так. Ну, все запомнили, да? Турбина, досол и дальше либо закалка, либо стаб. Сейчас посмотрим, можно ли на нее стаб ставить. Сейчас глянем. Так. Да, стаб можно ставить. Вот на семерку нельзя, по-моему, стабилизатор ставить. Но это семерка. Все, либо закалка, либо стаб. Ребята, кто уже качает этот танк, пишите, какое вы ставите оборудование. Как вам в целом машине. Как по мне, семерка даже палачей. Не знаю, вот на первый взгляд. Она шустрее, на месте ездит. Все равно как вот, ну, какая-то она более подвижная. Этот прям такой тугой. Вот, ребят, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.